Приветствую вас, мои дорогие зрители! Ливонская Швейцария. Край замков, пещер и легенд. И вот здесь мы и продолжим нашу прогулку по одному из красивейших древних городов Латвии – Сигулде. Сегодня мы посетим средневековый замок Зегельвольд и новый Сигулдский замок. Вот о них и поговорим. А начнем мы с нового замка, где сейчас находится городская дума, хотя справедливости ради его надо называть Кропоткинский замок. За 300 лет усадьба, на территории которой и расположен нынешний замок, сменила множество владельцев. Дольше всех замков владели астейские бароны Борхи. Ну а Кропоткинским он стал после того, как Дмитрий Кропоткин женился на Ольге Борх, и после чего в 1878-81 годах и был построен один из красивейших неоготических дворцов в тогдашней Ливонии, архитектором которого был Янис Менгалис. Ну что, добро пожаловать во владение князей Кропоткиных. Сегодня хочу рассказать об одном человеке, внесшем неоценимый вклад в развитие этого города, и благодаря которому Сигулда из хутора превратилась в цветущий курорт. Князь Николай Дмитриевич Кропоткин, племянник того самого Петра Кропоткина, русского философа, теоретика анархизма. Но сегодня речь пойдет не о теории анархизма. Итак, в 1895 году, после смерти матери, 25-летний Николай Кропоткин, выпускник Пажеского корпуса императорской гвардии, стал владельцем Зегельвольда. И практически сразу начал проводить реформы. Сделано было немало, и в том числе была построена 900-метровая бобслейная трасса, такой же, какие появились тогда в Швейцарии. Благодаря Кропоткиных в этих краях проложили железную дорогу, связавшую Сигулду с Ригой и Петербургом. Был построен вокзал, который по тем временам считался одним из самых красивейших в Европе. К сожалению, здание вокзала было разрушено во время Второй мировой войны. Наступили не самые лучшие времена для Российской империи. Первая мировая война и вслед за ней революция 17 года внесли свои коррективы также и в дальнейшую судьбу замка и ее владельцев. Дворец серьезно пострадал в ходе Первой мировой войны. Позже, согласно пресловутой земельной реформы 20-х годов после обретения Латвии государственности, он был экспроприирован у прежних владельцев. Не могу не сказать, что большевики были более честны, называя вещи своими именами. То, что в Латвии назвали земельной реформой, на самом деле и есть экспроприация в чистом виде. К Кропоткиным мы еще вернемся, а сейчас продолжим прогулку по замковому парку и переместимся в средневековый рыцарский замок Зегельвольд. Некогда на берегах Гауи, сравнительно недалеко друг от друга, высились три замка – Зегельвольд Сигулда, Фредерланд или Трейден Турейда и Кремон Кримулда, которые охраняли окрестные земли от посягательств соседей, да и между собой особого доверия не было. В XIII веке началось завоевание земель и создание новых государственных формирований. Территория нынешней Латвии в средние века не была единой страной. Она состояла из 4 автономных территорий – Рижского архиепископства, государства Ливонского ордена, Курского епископства и города Риги. Сигулдский замок – старейший из замков уезда, построенный между 1207 и 1209 годами во время правления магистра Венна. Сигулдский замок возводил орден меченосцев, а после объединения ордена меченосцев с германским орденом замок перешел во владение Ливонского ордена. Орден меченосцев был духовно-рыцарским орденом с официальным названием «Братство воинов Христа». Более широко известное название меченосца возникло позднее, благодаря тому, что меченосцы носили белые плащи, на которых, как знак отличия, был изображен красный крест и меч. Орден меченосцев создан по образу ордена тамплиеров, который был старейшим духовно-рыцарским орденом. В отличие от тамплиеров, подчиненного непосредственно папе римскому, орден меченосцев находился в подчинении рижского епископа. Однако, осознавая себя единственной реальной силой в Ливонии, орден меченосцев пытался стать самостоятельнее.
История Зегельвольда очень типичная почти для всех городов Ливонии. Бурное и красивое рыцарское средневековье, превращение в захолустную деревню при усадьбах после Ливонской, Северной и прочих войн и возвращение городского статуса. В нашем случае Зегельвольд получил статус города в 1928 году. Я не буду пересказывать всю историю этого замка. А кому интересно, то в интернете есть огромное количество информации об этой крепости. Скажу одно, что хозяйничали здесь и немцы дважды, и Великое царство Литовское, и Московское царство, и поляки со шведами, и, конечно же, Российская империя с Советским Союзом. А вот одну историю не могу не поведать, которая имеет свое продолжение ближе к нашим временам. После того, как в 1345 году литовцы сожгли город и замок в Елгове, они, под предводительством своего великого князя Ольгерда, пришли в Сигулду. Согласно хронике, ливский старейшина Каупа призвал великого князя Литовского вместе с ним завоевать всю землю. Ольгерд его расспрашивал, как тогда поступить с магистром Ливонского ордена, а Лив отвечал, что желает изгнать его вместе со всеми немцами. Тогда великий князь Литовский сказал примерно так: «Мужик, ты здесь королем не будешь», и велел отрубить Ливу голову перед Сигулдским замком. Еще в начале 2000-х годов на этом месте можно было видеть деревянную скульптуру рыцаря в память об этом историческом событии. А продолжение истории такое. Во второй половине 19 века в Зегельвольде находились несколько имений. Принадлежали они князьям Ливиным и Кропоткиным. А ведь кто такие князья Ливины? Да потомки того самого Лива Каупа, который жил здесь до прихода крестоносцев. Но можно вести княжеский род от Каупа, а можно и от некого Вани из Пскова. И если верить информации, взятую мной с просторов интернета, этот добрый молодец женился на дочери, не имевших сыновей Каупа. Его потомки и стали Ливинами. От слова «лив». Такая вот интересная история. Первая республика отобрала у Кропоткиных почти все их имущество, оставив лишь один деревянный дом, где Кропоткины открыли в начале века первую городскую аптеку. На Зеленой Вилле, как до сих пор именуют ее старожилы, в дальнейшем жила бабушка Кропоткина. А сам Кропоткин был вынужден эмигрировать во Францию. И последнее. Искренне не могу понять, почему в городе, который целиком и полностью обязан процветанию Кропоткиным, нету даже названия улицы, не говоря уже о памятнике. А ведь они, к слову сказать, потомки Рюрика. Ну вот как-то так. А огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.